Он искал сейф. В маях украшали бронзовые львы. Там был культурный центр 8-10 века. Возможно, продал. Мы написали письмо Жаку Иву Кусто. Начало новой эры, подводной эры. Аксакалы учили нас, как себя вести по подземному ходу, который шел от Девичьей башни на Сабаил. В Баксовете есть секретная карта, она называется «Подземный Баку». Заходит лев в ванную, и он прыгает на эту колонку. Я иду с тобой. А где Саша? Где Саша? А я стою рядом с ним. Лучше бы я этого парня снимал, чем этого придурка. Ты сам вот разуйся, побегай по крыше. У львов на языке вот такие колючки. Высадил у него всю обойму. Вы часто в своих интервью упоминаете, ассоциируете себя как человек водный. С чем, по-вашему, связана такая любовь к морю? Море притягивает к себе, с одной стороны, до такой степени, что я мальчишкой всегда мечтал, как бы попасть вот на военный корабль. Позже уже я занялся подводным спортом, работал в морской школе ДОСААФ, инструктором-методистом по подводному спорту. Ну и все в совокупности. И был тренером сборной республики по подводному ориентированию. Мне известно, что вы часто участвовали в экспедициях, морских экспедициях, подводных, на острова. Из этих экспедиций какая самая запоминающая осталась? Ну, экспедиций действительно было достаточно. Мы начинали на скалах ГРЭС Северной, там, где разбилось первое русское исследовательское судно «Куба». Там уже давно стоит памятник этим погибшим морякам. Лазили под водой и искали, и нашли там ружья с этой Кубы, какую-то утварь. А один из водолазов, его называли все черным археологом, он самостоятельно, значит, без всякого музея, без разрешения, он знал все это побережье, он искал сейф с этой Кубы. Но сейф предмет тяжелый, потому что он сразу замывается и опускается ниже. Откуда у него была информация, что имеется такой сейф? Информация, она, в общем-то, витает в воздухе, потому что торговые пути в Каспии, они совершались вдоль западного берега. Почему? Потому что восточный берег, в основном это пустыня. Там и негде пополнить запасы воды и еды, как правило. Поэтому путешествовали. Это называется в морской практике каботажным плаванием. То есть плавание в виде берега, чтобы легче было определиться, где ты находишься, какие-то ориентиры есть. Ну и этот путь проходил. Много судов в разные времена ходили вдоль этих скал. Не было тогда дамбы на Артем. Самая интересная экспедиция была у нас на остров Сяньи-Мугань. Ну, сейчас так называется, его старое название. Его назвали островом Свиным. Остров Свиной, он находится где-то в 20 милях приблизительно от Аляд. Вот на этом острове стоял очень интересный маяк, который был построен фирмой французской, которая строила Эйфелеву башню. То есть вот есть на этом маяке лейбл, как говорится, где написано об этом, какого возраста эта фирма, как она называется и так далее. Этот маяк украшали бронзовые львы наверху. Их тоже растащили все. Там было небольшое отделение морейных моряков. Экипаж там жил. Как и всех бакинцев, меня тоже интересует один вопрос. Существует ли возможность законно посетить острова, которые окружают город? В частности, вот интересно по поводу острова Нарген. Там базировалась воинская часть, там остались капониры для орудия, возможно, для ракетных установок. То есть этот остров, очевидно, выполнял функцию, какую-то охранную функцию для бухты в целом и военного порта в частности. Бакинский архипелаг, он начинается, это остров песчаный, к нему сейчас от материка уже где-то, я не помню, в 30-х годах намыли дамбу, а потом от песчаного уже идет в море далеко очень эстакада. Там, в общем-то, разрабатываются эти скважины давно. После песчаного идет Нарген.
Раньше там и сейчас маяк стоит, но, по-моему, маяки сейчас не функционируют, потому что есть радиоэлектронные способы навигации, они более точные. Следующий остров – это остров Вульф. Как сейчас мы его называем, я не помню, но этот остров, там тоже стояли военные. Ну, Нардер, он завершает этот архипелаг Балтийской бухты, потому что он располагает напротив Байловской косы. То есть фарватер, по которому все суда приходили в бухту, он проходил мимо Нардена, и стояло военное судно, всегда оно запрашивало свой чужой, очевидно, и так далее. То есть нет легитимной возможности взять лодку и поплыть туда. Есть гряды персагатские. И до того места, где впадает Черванский канал в Каспий, 91 километр по Солянскому шоссе, 3 экспедиции было в этом районе. Почему? Потому что вот начиная от канала и до горы, вот это Бендаван, 5 километров, все это поле и побережье, оно усеяно гончарными печами, тандырами. Там был культурный центр 8-10 века. То есть жизнь проходила. Там был город, жили люди, делали керамику, пекли хлеб, образно говоря. Из-за того, что канал выбрасывают в море наносы какие-то, видимость там абсолютная, там ноль. Там ничего не видно. Ну и в то же время достаточно мелкое дно, потому что можно метров 800 пройти пешком, где-то по пояс, там будет воды, и можно наступить буквально на глазурованное блюдо красивое, многоцветное. Мы много керамики там нашли. Если говорить о свином, мы там нашли огромное количество якорей от ранее средневековых каменных до современных якорей. Более того, международные источники археологические, исторические говорят, что, например, если речь идет о якорях, византийский якорь, он представляет собой то все обычного якоря, лапы загнуты наверх. А здесь у него прямая вот такая Т-образная конструкция. И мы нашли 2 или 3. Один якорь вообще огромный был. То есть они византийские. А удалось определить, Его конструкция говорит о том, что есть фотографии того, что мы нашли, есть фотографии публикаций зарубежных. Торговые пути морские, вот этот шелковый путь морской, он шел по Каспию, шла торговля. Вот этот черный археолог Володя, он нашел груз купеческого судна, которое средневековое, судя по всему, был загружен слоновыми бивнями. То есть он нашел его? Он нашел его. Ага. Интересно, Даже что был кусок бивня у меня, но он не разглашал этого дела. Я не знаю, как он избавился от этого груза, каким образом. Возможно, продал. Но маловероятно. Я работал в морской школе инструктором и тренером. И была секция, большая достаточно. И мы написали письмо Жаку Иву Кусто, что мы вот здесь на Каспии занимаемся, пользуемся плодами ваших изобретений типа акваланга. Он нам ответил, он прислал письмо из Монако, из своего института, прислал свою фотографию с автографом и сказал, что вот я приветствую ваше начинание здесь, и поддержите нас всех в мире, мы будем каждый год, по-моему, в середине 14 октября, по-моему, отмечать начало новой эры, подводной эры. Александр, интересно, как вам запомнился сам город? Именно того времени вашего детства. Каково это вот сейчас, если вспоминать, намного ли изменился город и какой он был вообще? Откуда бы я ни возвращался, из командировки, из армии, и отсюда, как только я входил в крепость, не имеет значения, через Гоша-Галагапасы, от Бахсавета в Эрдёхт, я говорил, слава Богу, я уже дома. Потому что крепость, стены вот это мой дом. Я так воспитан. Я до сих пор, я прохожу мимо женщины, я убираю руку за спину. Потому что у нас
нельзя давать было повод даже, что ты можешь там кого-то это самое, что-то выразить свое Задеть, восхищение, да, потому что это было чревато. Ну и много таких вещей, которые аксакалы учили нас, как себя вести правильно. И у нас не было в крепости краж. У нас не воровали белье со дворов, которые сушили. В городе это сплошь и рядом было. О подземных ходах старого города ходят легенды. А как-то, может, вам удавалось какую-то информацию узнать, или, может быть, действительно какие-то находки были в этом направлении? Я всегда интересовался историей своего города, старого города в частности, и вот это стремление к каким-то таинственным Приключения. устремлениям, входам подземным, поисках сокровищ и так далее. Я знал, что, например, работала всегда с давнейших времен система снабжения города водой. Это были овданы. Последний овданщик, который чистил их и знал все эти ходы, он умер во время Второй мировой войны. Ну и, очевидно, и отпала необходимость существования таких людей, которым чистили эти овданы, потому что ими практически сейчас не пользуются. Более того, запретили пользоваться колодцами, потому что в крепости в каждом дворе был колодец, и вода, в общем-то, была достаточно вкусная. Но почему-то колодцы засыпали и закрывали. Я знаю, что один из овданов, когда построили станцию метро Низами, ее затапливало раза два, пока они этот канал не заткнули, очевидно, там панажным цементом, это серьезная конструкция, чтобы эта вода не проникала вообще. Конкретно для целей передвижения каких-то подземных ходов вы не наталкивались на такое? Моя покойная мама, она 24-го года, когда она была в пионерском возрасте, это с ее слов я говорю, она рассказывала, что их всем классом водили по подземному ходу, который шел от Девичьей башни на Сабаил. Она говорила, что мы не прошли, потому что было место, где было видно, что он затоплен уже. Часть подземных сооружений, она существует, но эта сеть закрыта. В Баксовете есть секретная карта, она называется «Подземный Баку». Еще один интересный момент, связанный с вами, это ваше знакомство с легендарным бакинским львом, который, так сказать, был советского масштаба актером. Я имею в виду Льва Кинга. Да. Как произошло вообще, что вы познакомились и к чему это привело? Вот хотелось бы по этому поводу вас узнать. Я же говорил, что я был тренером, у меня была секция, у нас был вот плавучий дом, и мы там собирались. И у меня в секции занимался подводным спортом парень один. И вот он однажды говорит мне, что, Саша, ты мог бы мне помочь? Мне нужно поддержать свет. Я говорю, какой свет? Он говорит, я снимаю фильм в одной семье, да? Там была такая повесть Бориса Ласкина, где по сценарию присутствует, то есть ситуация, сантехник приходит в дом, колонку ремонтирует, и вдруг заходит лев в ванную, и он прыгает на эту колонку, и там сидит, пока его оттуда это, не сняли. если не ошибаюсь, из фильма «Лев шел из дома». Это потом этот сценарий, да, обыграли в этом фильме. Я говорю, у тебя все есть? Ладно. Свет, а где ты льва возьмешь? Он говорит, как где? Вот здесь в одной семье живет. Я говорю, ладно, я иду с тобой. Куда вы? Что случилось? Нет, ничего. Просто захотелось в горы. Ну вот я таким образом познакомился с этой семьей. Значит, они сказали, что, Саша, у нас договор намечается с Мосфильмом. У нас с Кингом сложились дружеские такие отношения, причем очень доверительные. Ну, потом уже там и на съемках фильма с Рязановым, с Мироновым, с Евстигнеевым я 8 эпизодов дублировал итальянца и один раз Евстигнеева. Потому что итальянцы сказали, мы
отказываемся снимать. До тех пор, пока между нами и львом не будет один ихний человек. И они, значит, нашли, я по комплекции был близок к этому кучерявому итальянцу, мне не это давали. И мне такой же костюм сделали. И был случай, когда я в этом костюме в парике, я стою рядом с Любомичем, он говорит, а где Саша? Где Саша? А я стою рядом с ним. Ну, в общем. И Кинг тоже, вот, чужая, значит, одежда. Энергия, наверное. Энергия, это да, он чувствует, но у него есть сомнения, почему энергия знакомая, а запах от одежды чужой. Он должен прийти, вот он меня во время съемок уже в Москве на Мосфильме, в этот импровизированный зоопарк, где он проваливается в клетке там и так далее. А потом актеры все выбегают. И я там должен с ним вместе присутствовать с ними, потому что они боятся, да? А Рязанов говорит, ты вот за решетку держишь, и ты голову отверни в сторону, чтобы камера не попала. А потом он кому-то сказал, лучше бы я этого парня снимал, чем этого придурка итальянца, он ничего не хочет. А вообще первый день был съемочный. Лев должен был бегать по крыше Петропавловской крепости. Он не хочет бегать, там рифленая крыша. Рязанов кричит, вот, вы Остап Бендер, Лебович, забирайте своего льва, уезжайте в Баку, он ничего не хочет делать. А тот говорит сам Эльдару, говорит, ты сам вот разуйся, побегай по крыше, посмотрите. Ну, в общем, этот эпизод не вошел. Ну, там было много нюансов. И по дороге туда мы ехали на пазике переоборудованном почти неделю до Питера. Напротив Мосфильма школа была на Мосфильмовской улице. С ним же в отеле не поселят. Нас поселили в школу. Получилось так, что в этот школьный сад народ ходил смотреть, пошел слух, что лев здесь живет. Парень с девушкой зашли с собакой на руках. Собака почуяла животное, это у них четко. И лев услышал, увидел собаку. И Кинг решил, что его собака там, может, он искал, откуда выйти. Здесь отсюда из зала выйти невозможно. Он зацепил когтем дверь, открыл дверь душевой, вышел, башкой высадил раму и вышел во двор. Школьный сад. Значит, девушка, которая была с парнем, она моментально ретировалась через решетку, она убежала. Собака побежала в кусты. Кинг побежал за собакой, а парень побежал за ними. И лев оказался с парнем один на один. А что с ним делать? Играть с ним. А как он игрался? Он старался повалить человека. У него грудная клетка такая, и он, если тебя вместе с руками, он тебя прижал, все, он начинает вылизывать. Он тебя держит. А у львов на языке вот такие колючки. То есть, если он напрягает язык, он слизывает шкуру буйвола до мяса. Когда он лежит, больно. Ну, в общем, и вот эти вот пятые вот эти вот когти у него, которые повыше, они без мешков, то есть они не прячутся. Он его поцарапал, удерживая парня. Ну, парень кричал. 15 минут сторожевая собака загрызла бы человека за это время. Но он просто с ним игрался. Народ пришел, кричали, камни кидали, пока кто-то побежал в милицию. Прибежал один молодой лейтенант, залез на подстанцию и высадил у него всю обойму. В общем, его убило там, Кинга. А у нас уже готовился подписание проекта. Должна была быть поездка в Великобританию, снимать фильм «Волшебник изумрудного города», где по сценарию тоже присутствует лев. Если бы у вас была возможность, вы бы сейчас смогли бы содержать льва в домашних условиях? Мне просто повезло. Содержать льва – это огромная работа. И расходы. Это огромные расходы. Лев жрет 3-4 килограмма мяса в день. Такой врагу не пожелаешь. Да? Какой-то период этот бедный Лев Львович Берберов ходил в драных джинсах, будучи замотделом проектного института, архитектором в прошлом и все такое. Весь семейный бюджет уходил на Кинга. На еду. Да. Если вы бы воспользовались машиной времени, в какое время Баку вы бы хотели отправиться? Был период, 30 лет тому назад, я думал, что я просил Всевышнего, что я хочу дожить до тех
времен, до того времени, пока мы освободим Карабах, пока мы присоединим то, что у нас отняли. А здесь я бы хотел быть свидетелем и посмотреть на этот замок, отстроенный число. У меня такое... Самые первые мои шаги были у этого Саиля. Потому что тогда мальчишка, это какой год, я не помню, 63-й, 64-й. Когда с Квачицем, с Геной, с Виктором мы вот эти камни, вот, пару камней даже на моем счете, мы в этом вот мазуте, в этой замазученном иле, черные все, грязные, вытаскивали эти камни там. Что-то вложилось в это когда-то, да, и хочется посмотреть, как это будет завершено. То есть вы фактически хотели бы оказаться в то время, Да, когда это будет вот восстановлено. восстановлена Сабаильская крепость. Сабаильский замок.